Рукавицы я буду вязать пряжей ровница, мультиколоровая, пехорка. В моточке 200 грамм, 400 метров. Состав пряжи 50% шерсти полутонкой и 50% пан высокообъемный. Длина рукавиц 36 сантиметров, вес 100 грамм. Рукавицы подойдут на размер S и M. Для вязания мне потребуется 5 спиц диаметром 3 миллиметра, вспомогательная спица диаметром не более 3 миллиметров, крючок диаметром 3 миллиметра, 2 маркера и иголка с широким ушком. Набираю 45 петель и плюс 1 петля для замыкания, то есть 46 петель. На 2 спицы набираю 46 петель. 46 петель на спице. Одну спицу я убираю. Вязать буду на 4 спицах. Значит, петли на спице я буду распределять таким образом. Вот 4 спицы. Начало вязания. На первой спице 9 петель, на второй 12, на третьей 12 и на четвертой 12 петель. Значит, вязать я буду рисунком, который состоит из 3 петель. Значит, всего в работе у нас будет принимать участие 45 петель. Раппорт рисунка будет состоять из 3 петель, 2 лицевых и 1 изнаночной петли, 2 лицевых и 1 изнаночной. Значит, раппорт рисунка 3 петли. А по высоте будет состоять из 4 рядов. Значит, раппорт лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная. И 4-й ряд лицевая, лицевая. Мы вторую лицевую будем накидывать на первую лицевую петлю. Значит, по высоте рисунок будет состоять из 4 рядов. Берем первую спицу, провязываю 2 петли лицевых, 2 петли лицевых, 1, 2, 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, 1 петля изнаночная, это 6 петель, 2 петли лицевых, 1 петля изнаночная. Так, на первой спице 9 петель. 9 петель. Берем вторую спицу. Значит, закончила я изнаночной петлей. Значит, следующие 2 петли провязываю лицевыми петлями. Лицевая петля, вторая лицевая петля, далее изнаночная петля, лицевая петля, лицевая петля, изнаночная петля, дальше лицевая петля, лицевая петля, изнаночная петля. 1, 2, 1, 2, 3, 9 петель. И еще раз лицевая петля и изнаночная петля. Значит, на второй спице 12 петель.
Беру третью спицу. Значит, закончила изнаночной петлей. Следующие 2 петли провязываю 2 лицевыми петлями. Лицевая, лицевая. Дальше 3-я петля изнаночная. Далее 2 лицевых петли. Изнаночная петля. 2 лицевых петли. Изнаночная петля. И 2 лицевых петли. Изнаночная петля. Значит, на 3-й спице 12 петель. Далее 4-я спица. Первые 2 петли провязываю лицевыми петлями. Лицевая, лицевая. Далее изнаночная петля. Далее 2 петли провязываю лицевыми петлями. Лицевая, лицевая. Изнаночная. Далее лицевая, лицевая, изнаночная. Лицевая, лицевая, изнаночная. 12 петель я провязала. Значит, оставшаяся петля для замыкания. Лицевой петлей провязываю. Так, одеваю на первую спицу петельку для замыкания. И не вытаскивая спицу, накидываю на первую петлю в ряду. Накидываю на первую петельку. И эту петельку возвращаю на место. Так, за хвостик немножко потяну. Все, значит, петельки у нас на месте. Значит, на первой 9 петель, на второй 12, 12 и 12. Так, хвостик нам будет указывать на начало ряда. Значит, далее по рисунку провязываем 2 ряда. По рисунку я буду провязывать 2 ряда. Один ряд провязали, второй и третий ряд провязываем по рисунку. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. И так дальше по кругу провязали 2 ряд и провязали 3 ряд. 3 ряда я провязала. 3 ряда я провязала. Начало ряда. Значит, в 4-м ряду мы будем 2-ю лицевую петлю как бы надевать на 1-ю петлю. Как я это буду делать? Значит, петелечку я поднимаю, немножко оттягиваю, ввожу спицу слева направо, захватываю ниточку и провязываю 1-ю петелечку лицевой петлей и накидываю на 1-ю петлю и провязываю лицевой петлей 1-ю петлю. Далее изнаночную петлю провязываю. Изнаночная петля. Дальше 2-ю лицевую я слегка оттягиваю, ввожу спицу слева направо, захватываю ниточку и провязываю лицевой петлей. Надеваю на 1-ю петлю и 1-ю петлю провязываю лицевой петлей. Дальше провязываю
изнаночную петлю. Далее оттягиваю лицевую петельку вторую, захватываю ниточку, надеваю петлю на первую петлю и провязываю первую петлю лицевой петлей. И так провязываю до конца ряда. Раппорты по высоте рисунка мы провязали. Значит, еще нужно провязать 13 таких раппортов по высоте, то есть от начала вязания должно быть 14 раппортов. Так, провязала я по высоте 14 раппортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Последний ряд — это как раз четвертый ряд по высоте раппорта. Значит, дальше. Вот у нас кисть. Мы довязали до кисти. Кисть. Теперь нам нужно выходить на большой палец. Соответственно, вот у нас пойдет здесь изнаночный ряд. Изнаночный ряд. Это вот этот ряд в начале. Вот этот ряд. Вот этот ряд. Вот изнаночная петля. Я сейчас ее перенесу на первую спицу. Изнаночную петельку с четвертой спицы. Я ее перенесу и распущу вот так. Раз. Вот это изнаночный ряд по вертикали. Он пойдет вот так. И слева направо, и слева и справа от изнаночного ряда я буду делать прибавление через каждые 2 ряда. Значит, вешаю маркер на изнаночную петлю. На изнаночную петлю. Вот это изнаночный ряд, еще раз повторюсь, слева и справа будем делать прибавочки через каждые 2 ряда. Сделали прибавочки, 2 ряда по рисунку провязали, еще раз сделали с обеих сторон от центрального изнаночного ряда прибавочки. Так, начинаем вязать. Значит, перед изнаночной петлей делаю прибавочку. Прибавочку делаю петелькой. Вот так. Подтягиваю. Хорошо надо ее подтянуть. И провязываю изнаночную петлю. Так, центральная изнаночная петля. Далее делаю вторую прибавочку. И дальше вяжу по рисунку до конца ряда. Значит, еще раз. После прибавления я сейчас провяжу ряд. И дальше провяжу еще 2 ряда. И после каждых прибавлений будем провязывать 2 ряда. То есть прибавление будем делать через 2 ряда. Значит, до конца ряда провязываю. Провязываю до конца ряда по рисунку. Значит, довязала до конца ряда. Значит, здесь смотрим. По рисунку у нас идет перед прибавочной петлей лицевая петля. Соответственно, прибавочную петлю я буду провязывать изнаночной петлей. Дальше центральная изнаночная петля провязываю. Дальше прибавочную петлю буду провязывать изнаночной петлей, потому что дальше у нас идет лицевая петля. То есть прибавочные петли все будем провязывать по рисунку. По рисунку. Дальше я провязываю ряд, провязала, и еще ряд провязала. То есть еще провязываю 2 ряда. Раз провязала и второй раз. Так, провязала я после прибавок еще 2 ряда. Далее в этом ряду делаем еще 2 прибавочки. Значит, изнаночная петля. Дальше идет эта центральная изнаночная петля. Делаю прибавочку петелькой.
хорошенько подтягиваю, провязываю центральную изнаночную петлю и делаю еще прибавочку. Дальше вяжу по рисунку. Здесь уже последний ряд раппорта по высоте. Провязываю вторую петельку лицевой петлей и перекидываю через первую лицевую. Провяжу вот этот ряд и далее провяжу еще 2 ряда. Значит, провязываем до конца ряда и потом еще провязываем 2 ряда по рисунку. Раз провязали и второй раз провязали. И дальше будем делать прибавление. Так, сделала я прибавочки с обеих сторон по 8 прибавочек. Значит, что у нас получается? Вот изнаночная линия, это ряд по вертикали изнаночных петель. Мы эту изнаночную петлю брали вот с последней, с 4-й спицы. Поэтому мы ее должны вернуть, чтобы у нас по кругу количество раппортов оставалось прежним. То есть количество петель было 45. Мы возвращаем. Вот эту изнаночную петлю я вернула. Так. Значит, сейчас на спице 16 петель. 16 петель у нас на 3 не делится. Нам нужно еще 2 петельки. 2 петли. Значит, сделаем еще прибавочку. 2 петли нужно добавить. Так, провязываю петли большого пальца. Лицевая петля. Вяжу по рисунку. 2 лицевых петли, изнаночная. Это первый раппорт. 2 лицевые, изнаночная. Второй раппорт, лицевая. Так, теперь сделаю прибавочку. Прибавочку делаю, лицевая и изнаночная. Это получается 3-й раппорт. Делаю прибавочку. Лицевая будет. Лицевая. Изнаночная. Так, это следующий раппорт. Лицевая. Лицевая. Изнаночная. Раппорт. Лицевая. Лицевая и изнаночная. Значит, сейчас на спице у меня это петли большого пальца 18 петель. 18 петель это 6 раппортов. Петли большого пальца я оставляю на спице, а остальные петельки я снимаю на вспомогательную спицу. Диаметр вспомогательной спицы должен быть либо меньше диаметра спиц, которыми мы вяжем, либо такого же диаметра можно взять. Снимаем петельки на вспомогательную спицу. Значит, на вспомогательной спице у меня 45 петель. На спице петли большого пальца 18 петель. Распределять петли большого пальца я буду на 3 спицы. 3 спицы. Значит, у нас всего 18 петель. Распределять буду таким образом: 6 петель, 6 петель и 6 петель. Значит, распределяем на 3 спицы петли большого пальца по 6 петель на спицу. Значит, по 6 петель я распределила на 3 спицы. Теперь продолжу вязать по кругу. Продолжу вязать по кругу. Так, провязала я 5 раппортов по высоте. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов по высоте провязала.
буду убавлять по 3 петельки. То есть раппорт у нас состоит из 3 петель, и я буду убавлять по 3 петли в первом ряду. Значит, захватываю 3 петли, 2 лицевые и 1 изнаночную. 3 петли. Захватываю ниточку, протягиваю. Провязала, подтянула. Далее захватываю 3 петельки последних, провязываю, подтягиваю. Так, вторая спица. Захватываю 3 петельки, протягиваю ниточку через 3 петли, подтягиваю петлю. И последняя на спице 3 петли, через 3 петли протягиваю ниточку. Так, 2 петли на спице. Так, последняя спица, 3 петли захватываю ниточку, протягиваю и подтягиваю нитку. Захватываю спицей 3 петли, протягиваю через 3 петли ниточку, подтягиваю нитку. Значит, теперь на каждой спице по 2 петли. Так, ряд провязываю лицевыми петлями. Все петельки на спицах провязываю лицевыми петлями. Провязала. Значит, теперь обрезаю ниточку. И через все петли протягиваю нить. Через первую петелечку протянула, сняла. Через вторую протянула, сняла. Через вторую спицу протягиваю петли. Протянула. Так, вот этот хвостик желательно еще через петельки протянуть.
Так, ну, достаточно. Теперь хвостик нужно протянуть вовнутрь пальца. Вывернуть и закрепить ниточку. Провязать пару воздушных петель. И обрезать. Так, большой пальчик мы провязали. Большой пальчик у нас готовый. Так, далее со вспомогательной спицы возвращаем на спицы петли. Значит, на первую спицу 9 петель, на вторую 12, на третью 12 и на четвертую 12 петель. Значит, распределяем на 4 спицы петли, 45 петель. Начало вязания. Большой палец здесь идет у нас. 9, 12, 12, 12 петель. Так, распределили петельки на 4 спицы. Оставляем подлиннее хвостик. И начинаем вязать по кругу, по рисунку. Лицевая. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Лицевая. И так вяжем до конца ряда. Так, довязала до конца ряда. Что у нас получается? Вот такой некрасивый переход. Если мы будем сейчас вязать по кругу, здесь у нас будет большая дырка. Эту дырочку нужно спрятать. Беру крючок. Беру крючок и произвольно захватываю петли по краю вот этой неприятности, скажем так. По краю. По краю. Раз. Два. И петельки должны быть как можно поближе. Располагаться на крючке. Так, 3. 3. Вот эту петельку захвачу. 4. 5. Ну, можно еще и... Ну, все, наверное, все. Значит, 5 петелек я надела на крючок. Повторюсь, произвольно, по краю. И захватываю хвостик. Вот у меня хвостик. Я захватываю хвостик и протягиваю через все петли. И протягиваю через все петельки. Раз. Протянула. И сейчас вот этот хвостик я завяжу с основной ниточкой, узелком. Завяжу на 2 узелка.
Все, хвостик я прячу. И продолжаю по рисунку вязать по кругу. Вяжу по рисунку по кругу. Значит, вяжем по кругу и вяжем до кончика мизинца. Значит, провязала я, получается, от большого пальца, от начала большого пальца 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов по высоте. Можно делать примерочку, кстати говоря. Вот желательно, чтобы довязать до мизинчика, до конца мизинчика. Ну, где-то так и получается. Почему я ориентируюсь, чтобы закрыть раппорт по высоте, чтобы полностью провязать раппорт по высоте, чтобы легче потом было ориентироваться, когда вяжем вторую рукавичку. Ну, так проще. Так проще. То есть вот уже ориентир есть. Провязали 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов по высоте. Все замечательно. Теперь я буду петли закрывать. Буду закрывать петли. Закрывать я петли буду простым способом. Провязывать 2 петли вместе, чередуя лицевой петлей 2 петли вместе, изнаночной петлей 2 петли вместе, лицевой 2 петли вместе, изнаночной. Захватываю 2 петли и провязываю одной лицевой петлей. Провязала. Ниточку вперед, возвращаю петельку на левую спицу, потеряла, возвращаю на левую спицу. Теперь провязываю 2 петли одной изнаночной петлей. 2 петли, провязываю 2 петли одной изнаночной петлей. Ниточка вниз, возвращаю петельку на левую спицу. Значит, теперь 2 петли провязываю лицевой петлей. Ниточку вперед и 2 петли провязываю одной изнаночной петлей. И так провязываю до конца ряда. Так, закрыли петли, обрезали ниточку, протянули. Значит, вот у нас идет цепочка из петелек. Значит, я сейчас первую петельку соединю с последней петлей. Ввожу крючок под первую петлю. Первая петля, я имею в виду, первые 2 петли мы провязывали одной лицевой. Ну, вот эта петелька и есть. Так, протягиваем под петлю крючок. Захватываю ниточку, протягиваю под петлю. Теперь ввожу крючок в последнюю петельку, прям вовнутрь. Захватываю ниточку и протягиваю. И вот у нас получается непрерывная такая цепочка идет из петелек. Теперь ниточку завожу вовнутрь. И спрятать можно в косичку. То есть в каждую петельку я ввожу крючок, захватываю ниточку, потом в следующую петельку ввожу крючок, захватываю ниточку. Вот и практически не видно, как мы ее протягиваем. И так пока хвостик не закончится. Так, ну вот, в принципе, можно сказать, рукавичка у нас готова. Осталось связать крышу для пальчиков. Значит, колпачок на нашу варежку.
А мы будем вязать таким образом. На спицу мы набираем 48 петель. 48 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Это 49 петель. Значит, начало ряда распределяем петли по 12 на каждую спицу. Вяжем на высоту 7 раппортов. При наборе 49 петель хвостик оставляем длинным. Значит, развешиваю маркер, желтый маркер, начало ряда. Значит, так как у нас на спицах одинаковое количество петель, соответственно, 24 петли и 24 петли. После второй спицы вешаем маркер розовый. Это середина ряда. Начинаю вязание. Сейчас я буду убавлять петли таким образом. Значит, вот 2 лицевых петли. Это после маркера 2 лицевые петли. И 2 лицевые петли рисунка после второго маркера. Слева и справа от 2 лицевых петель будем убавлять по 1 петле в каждом ряду. Слева и справа. Провязываю первую лицевую петлю, вторую лицевую петлю и 2 петли провязываю вместе 1 лицевой петлей. 2 петли. Слева направо ввожу спицу, захватываю ниточку и провязываю лицевой петлей. Далее вяжу до розового маркера. Так, вторая спица. Вяжу до розового маркера. Не довязывая 2 петель, делаю убавление на 1 петлю. Петельку лицевую разворачиваю и справа налево ввожу спицу и 2 петли провязываю вместе 1 лицевой петлей. Третья спица. Провязываю 2 лицевые петли. Ввожу спицу слева направо через 2 петли, захватываю ниточку, провязываю лицевой петлей и далее вяжу до желтого маркера, не довязывая 2 петли. Так, четвертая спица. Не провязала 2 последние петли, разворачиваю петельку и 2 петли провязываю вместе, ввожу спицу, 2 петли провязываю вместе 1 лицевой петлей. И так убавляю в каждом ряду, И убавлять буду до тех пор, пока у меня на всех спицах не останется по 2 петли. Так, на 4 спицах по 2 петли. Завершаю вязание. Значит, первая спица провязываю 2 петли вместе 1 лицевой петлей. Ввожу спицу слева направо. Провязываю 1 лицевой петлей. Дальше этой же спицей провязываю со второй спицы 2 петли вместе 1 лицевой петлей. Разворачиваю
третья спица. Провязываю. Сейчас оттяну петельки, чтобы удобно было ввести спицу. Ввожу спицу слева направо. Провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Так, и четвертая спица. Провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Значит, на 2 спицах у меня сейчас по 2 петли. Далее протягиваю ниточку через каждую петлю. Ниточку я обрезала, протягиваю ниточку через каждую петлю. Беру крючок. И сейчас я хвостик протяну вовнутрь колпачка. И провяжу несколько воздушных петель. Маркеры можно убрать. Все, колпачок готов. Так, прежде чем пришить колпачок рукавицы, нужно сделать примерочку, чтобы определиться, по какой линии мы будем пришивать. Одеваем колпачок. Так, ну у меня получается, что по линии конца раппорта. Вот идет перекиды петелек, видно хорошо. То есть вот по этой линии конца раппорта по высоте. Так, вот смотрите, вот это у нас идет изнаночный ряд, он как раз идет по середине. И у нас ниточку нужно совместить с этим изнаночным рядом. Хвостик будем использовать для пришивания колпачка к нашей рукавичке.
Ниточку фиксирую. И протяну ниточку вовнутрь. Значит, ниточку протягиваем вовнутрь и закрепляем. То есть у нас получается нахлёст колпачка на рукавичку где-то вот такое расстояние. Это очень удобно, и поддувать не будет, и хорошо, достаточно плотненько сидит. Рукавичка готова. Благодаря вот такому способу вывязывания большого пальца рукавицу можно одеть на любую руку. Разница будет лишь состоять в том, куда будет откидываться колпачок. Либо вниз, либо вверх. Вторую рукавичку и колпачок свяжите самостоятельно. Они вяжутся абсолютно одинаково. Творческих вам успехов! Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго!